Приветствую вас! Этот экспериментальный грузовой автомобиль повышенной проходимости, получивший индекс КРАС 6434, был разработан в 1976 году, когда перед заводом КРАС, который выпускал знаменитые грузовики повышенной проходимости, такие как КРАС-214 и лаптежник КРАС-255, была поставлена задача создать новый грузовик, но уже улучшенной повышенной проходимости и грузоподъемности, и при этом не потерявший своей маневренности, так как в первую очередь он создавался для военных. Именно им требовалась более мощная машина, способная перевозить грузы до 20 тонн. Но при конструировании новой машины конструктора столкнулись с одной проблемой – при увеличении грузоподъемности и увеличиваются габариты платформы. А это в свою очередь ведет за собой увеличение рамы грузовика и установки дополнительных мостов, что не могло не сказаться на маневренности. Ведь при создании грузовика с колесной формулой 8х8 требовалось, чтобы все колеса были не только ведущими, но и управляемыми, чтобы хоть как-то улучшить маневренность длинного грузовика. А это сделать было очень сложно технически, и чтобы решить эту проблему и выйти из положения, взяли за основу раму, которая могла благодаря специальному шарниру изгибаться посередине. Благо создание подобной рамы в то время, кроме Советского Союза, занимались и в других странах, которые пытались получить для автопарков военных мощные машины подобного типа, которые бы имели высокую проходимость и более простую конструкцию мостов. И инженеры КРАСа в сотрудничестве с институтом НАМИ всего за год создали первый прототип будущего грузовика. Так как первоначально планировалось сделать его из комплектующих, которые использовались при изготовлении других базовых моделей, то при изготовлении рамы взяли концепцию рамы от трактора К-700. Две полурамы которого, соединенные между собой шарнирным устройством, позволяло рамам изламываться относительно друг друга, как по горизонтали, так и по вертикали. При этом сокращался радиус разворота, и крутящий момент лучше передавался от колес к поверхности грунта. От трактора К-700 «Кировец» взяли четырехтактный V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель ЕМЗ-240Н мощностью 500 лошадиных сил. В паре с ним работала трехступенчатая полуавтоматическая коробка передач. Силовой агрегат расположили на передней раме справа, а двухместную кабину слева. Это смещение кабины, где сиденья располагались тандемно, способствовало курсовой устойчивости и управляемости. Крутящий момент от двигателя через карданные валы в количестве 5 штук передавался на мосты, находящиеся на задней раме, на которой также была расположена грузовая платформа. Складывание обеих секций рамы осуществлялось с помощью двух питающихся от гидронасоса гидроцилиндров. Балансированная подвеска на обеих тележках с ведущими мостами взята от опытного КРАСа 260-го. Грузовик был способен перевозить груз массой до 20 тонн. После постройки опытного экземпляра КРАСа 6434 он 2 года проходил испытания, где были выявлены ряд недостатков, которые были в первую очередь связаны с сочлененной рамой. Это сложная конструкция, которая усложняла ремонт в полевых условиях. Машина с такой рамой плохо выбиралась из колеи с жесткими краями и многое другое. Но все равно машина получила высокие оценки. Но несмотря на всю перспективность данной модели, дальнейшего продолжения он не получил, оставшийся опытным. Во-первых, военные не готовы были заказывать огромное количество машин, а выпускать в год 400 машин было для завода нерентабельным. Не спасло даже переквалифицирование его из военной в гражданскую версию в качестве лесовоза ЛТ-114, хотя лесоводам он понравился из-за его проходимости и грузоподъемности. Во-вторых, и скорее всего главной причиной сворачивания данного проекта стала банальная нехватка финансирования, которая погубила не один проект перспективных автомобилей в Советском Союзе. И в 1984 году КРАС-6434 с уникальными возможностями отправили на лом. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствую ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.